Всем добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о миксбордерах, которые состоят из многолетников, и предложу вам готовые схемы и подбор различных растений. Миксбордер – это сложная клумба из цветов, расположенная ярусами. Преимуществом такой клумбы является то, что растения в ней расцветают, начиная с ранней весны, и продолжают цвести до поздней осени. Заслуженно пользуются вниманием миксбордеры из многолетников. Создать такую клумбу можно самому, не привлекая дорогостоящих дизайнеров. Такую клумбу обычно размещают у входа, в зоне отдыха, возле забора, вдоль дорожек и так далее. Что же необходимо учитывать при размещении миксбордера? Во-первых, место посадки цветов, подбор цветов в зависимости от сезона, светочувствительности, отношения к влажности почвы и так далее. Учитывать надо также и угол обзора вашей клумбы. Стилей миксбордеров очень много, но я остановлюсь на некоторых. Деревенский стиль – это если вы любитель ярких красок, ярких цветущих многолетников, таких как георгины, люпины, подсолнухи, флоксы и другие. Английский стиль, он очень сдержанный, отличается сдержанностью цветовой гаммы. Сюда мы можем посадить парковые розы, манжетку, хосты, декоративные злаки и некоторые другие растения. Следующий стиль луговой, для любителей нежной красоты лугового разнотравья. Мы сюда можем посадить ромашку, маки, лен, также декоративные культуры. В любом случае это будет очень яркий и очень красивый миксбордер. Огородный или овощной стиль создается из декоративных овощных культур, лекарственных трав, пряной зелени и так далее. Цветовые решения какие могут быть? Для английского стиля характерны многолетники с зелеными, сизыми, белыми листьями и розово-малиновой и сине-фиолетовой окраской соцветий. Для огородного стиля характерны больше желтые, например, красные помидоры черри, базилики разных расцветок, декоративная капуста. В любом случае такой огород будет смотреться очень красиво и достаточно стильно. Формы миксбордеров могут быть тоже различные, обычные или же иметь какое-то неправильное очертание. Форма может быть строгой, например, круглой, треугольной, квадратной и так далее. Выбор растений. Выбор растений зависит от того, где находится миксбордер. Если это полутень, то сюда хоста, папоротники, осока, астильбы. Также очень красиво смотрится дербенник иволистный, астильба различных оттенок. Для тени могу предложить вам, например, такие же растения, как хоста, которая может расти в различных условиях. Вероникаструм виргинский, тоже очень красивое растение. Миксбордеры отличаются по месту расположения. Вдоль дорожек, вдоль заборов, вот вы видите, очень красивый миксбордер. Двухсторонний миксбордер может быть, его делают между дорожками или же в нескольких точках обзора, то есть чтобы он очень красиво смотрелся. Кустарниковые миксбордеры, они занимают достаточно большую площадь, это декоративные кустарники, могут быть цветущие, такие как рододендрон, пион древовидный, барбарисы и некоторые другие. Миксбордер из хвойных – это пихта, это можжевельники, туя, кедровый стланник и некоторые другие растения. Растения для переднего плана – это может быть пушкини, астра, колокольчики различных окрасок, фиалка, ирисы, низкорослые флоксы и так далее. Предлагаю вам готовые схемы миксбордеров из многолетников.
Из тенелюбивых могу назвать граджерсию перистую, камнеломку, копотень, хосту, многорядник, наперстянка, калина Давида, незабудка, купена, молочай длиннорогий и некоторые другие. Из кустарников и многолетников это может быть ирис сибирский, спирея японская, брунера крупнолистная, вероника колосистая, можжевельник обыкновенный, несколько видов камнеломок и так далее. Кроме того, фото миксбордеров с кустарников и различных более низкорослых растений напоминают картины импрессионистов. Они всегда яркие, они всегда красивые и эффектные. Как расположить эти миксбордеры, я предлагаю вам опять-таки посмотреть на схемах. В любом случае, выбирая миксбордер по форме, по цветовой окраске, вы можете ее изменять, можете варьировать, можете чем-то своим дополнять. Но в любом случае это очень красиво и очень достойно и очень стильно. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео.